Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для близнецов. И этот расклад на неделю с 1 по 7 июня. Давайте посмотрим первый месяц лета, июнь, что он вам принесет в самом начале месяца. Расклад я делаю по дням. То есть на каждый день недели мы сейчас будем выкладывать по одной карте. Сначала из основной колоды, а затем из дополнительной. И посмотрим, что же у нас получится для вашего знака зодиака. Близнецы, также напоминаю вам, кто еще не подписан на мой YouTube канал, что вы можете подписаться. Можете это сделать, оставить сейчас свое сообщение или лайк также будет уместным, потому что я буду знать, что вы не просто так посмотрели видео, оно вам понравилось, оно резонирует с вашей ситуацией. Ой. Итак, давайте посмотрим. Близнецы. Неделя с 1 по 7 июня. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, смотрим, что у нас есть, какие карты у нас получились. У нас первая карта, которую мы видим, это карта алхимика. Потрясающая карта, потому что, по сути, да, это карта нового начинания. То есть для кого-то это новое начало какого-то важного этапа, важного периода. Или в целом это может быть, знаете, даже вот как очень позитивный, наполненный энтузиазмом день, когда вы очень активные, очень энергичные, когда у вас много силы, энергии в самом начале недели, именно в понедельник, и вы многое хотите реализовать, многое воплотить в жизнь, потому что у алхимика, как его называют еще у мага, у него есть много ресурсов, много возможностей. У него и кубки здесь, и пентакли, и мечи, и жезлы есть. То есть он может реализовывать себя и в плане отношений, и в плане зарабатывания денег, или генерирования каких-то идей, которые он будет воплощать в жизнь, потому что жезлы — это уже какая-то конкретная работа и шаги, которые вы делаете. То есть здесь очень-очень хорошее начало недели для вас. И в целом вы будете здесь вдохновлены какой-то идеей, которая будет на вас работать, возможно. И очень четко при этом ясно понимаете, чего вы хотите, что для вас важно, что вам нужно, да, и как в этот день правильно достигать этих поставленных для вас целей. Собственно, карта очень хорошая. У кого-то это даже просто, не знаю, день рождения, потому что первый аркан, старший аркан, начало, какое-то важное начало там нового периода для вас, и оно по алхимику вдохновляет вас, дает ощущение вот этого энтузиазма. Ну, давайте посмотрим, что еще здесь будет по карте алхимик на дополнительной колоде. Тут же еще карта Солнца выпадает. Солнце, ну, само по себе говорит Солнце, даже для тех, кто немножечко не в теме Таро, да, но Солнце, оно теплое, ясное, опять-таки говорит про ясность понимания всего, что в вашей жизни происходит в этот день, про радость от того, что в этот день происходит, ощущение счастья, процветания, какого-то ликования. Да, очень такая позитивно настроенная карта. Для кого-то может говорить про, может быть, что-то такое солнечное, оптимистичное, что в этот день происходит, что-то, что вас вдохновить может, прояснить ситуацию и вдохновить вас какой-то идеей. Дальше идет отшельник, это карта Дев. Кстати, у кого-то из близнецов может быть общение с человеком знака Девы, что-то связанное с таким человеком важное, но я так говорю, потому что, ну, опять-таки, есть дальше карты двора, есть принц Пентаклей, который говорит о земных знаках, это Девы, Тельцы, Козероги, то есть земная стихия.
имеет здесь значение. Здесь больше приземленности, больше какой-то такой заземленности и стабильности в начале недели, вторник, среда. Ну, что можно сказать по отшельнику? Это мудрость, да, и карта мудрости, поэтому здесь могут приниматься мудрые решения, здесь больше вдумчивости по отшельнику, здесь больше каких-то для вас открытий, которые вы можете делать, потому что он держит перед собой этот фонарь, да, то есть он освещает перед собой путь во всем том вот мире, в котором он идет. То есть перед ним этот свет, и он идет к этому свету, но при этом он по отшельнику уже имеет у себя какой-то багаж знаний, опыт, которым он руководствуется перед тем, как принимать это решение. То есть мудрые решения, действительно взвешенные решения. Может быть, у кого-то из вас здесь по отшельнику будет желание немножечко уединиться и отдохнуть от чего-то, как взять отгул на работе, допустим, или просто больше внимание уделить себе, меньше там общаться с окружающими в этот день, как-то вот отдохнуть от них, или углубиться в какую-то свою работу, скрупулезно выполнять детали, но чтобы вас никто не отвлекал, чтобы вот вы могли сосредоточиться на чем-то для вас действительно важном. Ну, давайте посмотрим, что у близнецов здесь будет еще. Во вторник к карте отшельника выпадает карта туза пентаклей, то есть карта такая очень денежная на самом деле, и показывающая, что вы, кстати, может быть, получать можете что-то, но не факт, что вы не откажетесь от чего-то, что вам в этот день дается. По тузу дисков вот здесь ощущение также какой-то как независимости, которая позволяет вам от чего-то отказываться, потому что вам это не нужно, либо вы сами этого могли достичь, могли бы, да. Туз дисков также еще и, так как это карта удачи, вот такой вот денег, какой-то похвалы или личных достижений ваших, можно говорить, что по отшельнику вы выполняете какую-то работу, допустим, полностью сосредотачиваетесь на ней, как я уже говорила, чтобы по тузу дисков достичь независимости, процветания, вот этого состояния, соответственно, да, у меня все есть, мне ничего не нужно, да. И ну, вот такого ощущения, собственно. Очень похожа карта туза дисков, кстати, на карту солнца. Они прям, да, и тут пентакль такой круглый, как солнышко, яркий, желтый, позитивный, дающий счастье за счет достатка, да, и ощущения возможностей больших благодаря этим финансам. И карта солнца тоже такая оптимистичная очень. Ну, давайте посмотрим. Дальше идет принц пентаклей, тоже с этой монеткой. Вы прям можете что-то получать, кстати, да, какие-то финансы. По принцу пентаклей может быть получение зарплаты, может быть получение, хотя какая зарплата, это же начало месяца, да, может быть получение каких-то бонусов, вознаграждений, каких-то подарков. Также принц пентаклей, он говорит об ожидаемых событиях, то есть что-то ожидаемое, запланированное вы можете делать в этот день. По принцу, что-то, к чему вы идете долгое время, проявляя терпеливость, такое вот усердие. Но и также работа, если вы ее выполняете, вы здесь терпеливы, настойчивы, с усердием выполняете какую-то работу и знаете, что вас ждет в результате, к чему вы движетесь, к чему вы идете, да, медленно, неспешно, да, вы не торопите события, но вот вы идете к чему-то для вас выгодному, прибыльному, возможно. Вы в это верите, вы верите в свою удачу. Вы знаете, что вам хватит терпения и сил, чтобы прийти к конечному результату. Давайте посмотрим, что еще к принцу пентаклей здесь будет у вас, собственно, да, какая карта будет здесь. Может быть, ожидание гостей, кстати, то есть как ожидание того, что что-то произойдет, или кто-то приедет, или какое-то сообщение придет. Вот что-то как ожидание здесь, терпение, с которым вы это делаете, или вы сами терпеливо выполняете нечто, да, ждете этого события. Так, давайте посмотрим, близнецы, что еще. Принц пентаклей тут же у вас с пятеркой мечей. И вот пятерка мечей здесь о том, что вы можете терпеливо что-то делать, выполнять, потому что вы не хотите в чем-то проиграть или не хотите в чем-то потерпеть любого рода поражения, а вы не хотите столкнуться с тем, что вы там что-то терять можете, да, или потерять какие-то деньги или какие-то возможности, поэтому вы стараетесь здесь работать над чем-то, да, чтобы не потерять что-то для вас важное. И принцесса жезлов,
может быть получение каких-то новостей в четверг, а может быть и проявление вашего энтузиазма и решительности, которого и в пятницу побольше, потому что по тузу мечей больше решительных действий, решения каких-то ситуаций, решения проблем. Вы более решительны, деятельны. По принцессе жезлов больше огня, больше энергии у вас именно, да, проявление вот этого больше какого-то проявления пылкости по принцессе жезлов. Давайте посмотрим. У кого-то может быть общение с огненным знаком. Это лев, овен или стрелец. И тут же еще, да, тоже проявление пылкости, энтузиазма. Туз жезлов. Два туза. Но тут он идет с принцессой жезлов, у которой в руках тоже жезл. То есть готовность с энтузиазмом принимать какие-то перемены, какие-то хорошие возможности, да, я буду делать, я это сделаю, у меня достаточно для этого сил, возможностей, я готов к новым начинаниям здесь, потому что туз это тоже единица, хоть на этой карте, на этой видно единица, на этой нет единицы, но это само собой понятно, это начало. В числовом измерении, в арканах числовых, собственно, да, это по тузам это единица, это начало. То есть я буду что-то начинать делать, я буду что-то здесь выполнять, какие-то действия или какую-то работу, или да, вот что-то делать новое. Я этому открыт, я делаю для этого первые шаги. По тузу мечей готовность тоже действовать, чтобы решить какую-то проблему или найти выход из какой-то ситуации, освободить себя от чего-то, в конце концов, по мечам, как отсечь себя от чего-то, что вам, может быть, не подходит или что мешает вам двигаться дальше. То есть здесь очень много решительных действий, решительности, которые у вас есть в пятницу, да, тоже в том числе. И по девятке жезлов готовность проявить много силы, мужества и готовности доводить что-то до конца, что-то выполнять для вас важное, показывая свою силу, силу воли, стремление решить какой-то, простите, пожалуйста, куда-то они у меня убегают, решить какой-то вопрос для вас важный, то есть приложить усилия, сделать усилия в какой-то ситуации. Вернем их на место, пусть сидят на месте. Так, девятка жезлов. Может быть, даже, знаете, как готовность рискнуть где-то в чем-то, если это касается или финансов, к примеру. То есть готовность показать свою силу, рискованность, готовность решить какой-то вопрос, который тормозит вас в плане финансового там, успеха или какого-то результата касаемо работы. Да? То есть как последний рывок перед финишем совершить. Вот, наверное, так. Да, когда вы уже устали от чего-то, но еще чуть-чуть, и я постараюсь, и что-то сделаю. Вот такое здесь у вас может быть чувство. Дальше идет карта звезда. Карта звезда, карта надежд, карта веры в то, что у вас получится осуществить ваши планы, на которые вы надеетесь, которые вы хотите реализовать. Карта очень творческая, может говорить о желании как-то совершенствоваться, чтобы приблизить себя к своей цели, чему-то учиться, может быть, как-то реализовывать себя для того, чтобы приблизить себя к тому результату, который вы хотите. Но в целом вот это надежда. Но, кстати, карта звезда может говорить про общение с человеком знака Водолея. Это карта Водолеев. Но вот звезда. Звезда — это прежде всего надежда. Надежда, вера, желание восстановиться после каких-то тяжелых ситуаций или тяжелых событий или тяжелых потерь, как надежда на восстановление, на появление сил, ресурсов, возможностей как-то себя реализовать здесь. И по карте Страшный суд возможность что-то перевернуть с ног на голову, как будто надежда на то, что каким-то решением важным или действием важным вы сможете перевернуть ход событий, кардинально что-то поменять в лучшую сторону и достичь того успеха, на который вы надеетесь, то есть того результата, которого вы хотите, и тем самым вот как будто переродиться, измениться. То есть у вас есть вера в то, что у вас это получится. Также по карте звезда с Страшным судом может быть ситуация, где вы надеетесь что-то вернуть потерянное или надеетесь возвратить что-то, что, казалось бы, уже как будто бы отжило свое, ушло от вас, потеряно давно. Может быть, надежда встретить кого-то, кого давно не видели, или что кто-то напишет для вас важное. То есть вот как что-то в таком духе.
Также в целом вы можете строить какие-то надежды и планы, связанные с этим днем, что вот в этот день произойдет что-то важное для вас, и это будет удачным событием, каким-то как перерождающим вас, восстанавливающим, возрождающим что-то в вашей жизни, или дающим надежду, или возрождающим надежду. Может быть, какие-то здесь происходят события или новости, какие-то получаете, и вам это дает надежду на возрождение, на преображение. Дальше идет восьмерка чаш воскресенье. Вот здесь больше про какую-то неуверенность и разочарование. Но давайте посмотрим, что здесь может быть у близнецов. Почему восьмерка кубков? Карта королева кубков, еще одни кубки. Здесь, по большому счету, может быть разочарование, потому что все-таки восьмерка кубков выпала основной картой. Может быть как несостоявшийся успех в чем-то. То есть вы надеялись на успех, на какое-то преображение, какое-то изменение, оно не получилось так, как вы хотели. Или вы хотели большей отдачи от других людей, не получили от них столько эмоций, да, столько отдачи, сколько хотели эмоциональной, поэтому кубки. Может быть, меньше внимания от окружающих получили, чем рассчитывали в этот день, потому что королева кубков — это королева, которые восхищаются, которые говорят о своих чувствах. А по восьмерке кубков вы либо разочарованы в том, что к вам меньше внимания здесь, либо вы не уверены в своей здесь какой-то успешности и чересчур скромны можете быть. Может быть так, да, либо вы здесь, я даже не знаю, здесь может быть ситуация, где вы честны перед кем-то, высказывая ему свои чувства, как оголяя душу, рассказывая о том, что вы чувствуете. Вы знаете, как, то есть вот рассказать о своих чувствах, рассказать о своих переживаниях по королеве кубков, вот это об этом, но при этом по восьмерке кубков это делает вас более уязвимым и хрупким, что ли, перед тем, кому вы о своих чувствах рассказываете, проявляя такую честность и открытость. И, может быть, вы испытываете неуверенность, когда это делаете, соответственно. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для близнецов на неделю с 1 по 7 июня мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.